Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Юлия Мэджик. Сегодня расклад на тему прошлое, настоящее и будущее. Так, и быстро смотрим вас. Вот, подарок. Еще одна карта падает. Проблема какая-то была, да? Но наконец-то какая-то ситуация разрешается в вашу пользу. Здесь у нас подарок идет, будто бы Вселенная говорит: все, ты подустала, тут нужно реально какой-то как отдых, и вам Вселенная дарит этот подарок. Так, дар от Вселенной. Вы. Вы. Да, дико. Карта несчастья, но вы не сдавались. Вот по карте любовь здесь все-таки человека показывают, который старался быть в состоянии принятия, благодарности даже, да. Вы. Большой опыт имеете. Хотя юный, может быть, и юный человек. Так. Возле вас есть люди, которые надеются на вас и очень сильно ориентируются на вас. Так, это могут быть ваши родные, ваши близкие. Итак, прошлое, настоящее, будущее. Давайте смотреть. Так, я все-таки возьму одну карту сигнификации. Сама вытащу. Вот я так хочу, самостоятельно. Сигнификация ваша. Ух ты, высокомерие. Почему? Почему? Ага. Тут про то, что вы сейчас обогнали своих недоброжелателей, которые сейчас вдогонку вам даже не могут и плюнуть, не могут достать, даже слова плохого не могут сказать. Вот каким-то образом вы чисты и абсолютно не касаетесь их. Потом, у вас очень много завистников. Вы человек либо просто красивый, либо просто у вас есть что-то, что нет у них. Но тут, вы знаете как, завистникам дай повод только позавидовать кому-нибудь, даже если там ничего нет, да. Просто вот есть такой элемент, как зависть. Все. Они прям с ума сходят от того, что же там у вас так классно в жизни происходит, либо вы как-то себя ведете, либо вы какие-то шаги предпринимаете, а они так не могут. То есть тут всегда есть им чему позавидовать. Хорошо. Окей, это ваша сигнификация. А теперь прошлое, настоящее и будущее. Прошлое, настоящее, будущее. Так. По прошлому печалька, настоящее любовь и будущее. Как будто бы что-то уходит из вашей жизни. Давайте смотреть. Что-то теряете, как будто бы, ну, посмотрим. Итак, самое ближнее время смотрим. По прошлому. По карте печаль явно ситуация, в которой вы находились, вызывала у вас ну, какую-то боль в сердце. Да, вы не находили себе места в жизни. Ну, я так вижу, что, знаете, как любое сообщение из внешнего мира вас не радовало. Вот. По-настоящему находитесь в любви, находитесь в состоянии, в принципе, радости и счастья. Тут хорошая карта идет. Сейчас. Сейчас. Вас любит какой-то человек. Угу. Так. Вот об этом и ситуация, да, то есть тут все-таки про любовь. Про любовь. И вот эта вот карта, которую я потом расшифрую, тоже мы будем говорить о любви. О чем здесь о любви? Хорошо, об отношениях. Есть человек, которому вы очень нравитесь, либо действительно любит вас. Сейчас. Вот. По карте дворянин явно человек в ресурсе, либо занимает какую-то важную должность. Он любит вас, действительно. Но у него нет ни единого шанса заполучить ваше сердце, ваше внимание. Это вообще хоть что-то, хоть взгляд ваш. Хотел бы встречи с вами, мечтает об этом. Одинок, пусто в жизни как-то. Давайте посмотрим, как он. Кто он такой вообще? Вот как вы его узнали бы? Кто он такой? Он такой человек достаточно мудрый, познавший эту жизнь, много
перемен, много различных этапов в жизни было. Либо он настолько насыщенной жизнью живет, да, либо человек в возрасте. Так, по карте вор. Хитрый и изворотливый. Это относительно вас. Почему, вдруг? Ну, он просто влюбленный в вас, вот и все. А вы его считаете за друга. Кто это у вас в пространстве такой есть? Почему по карте вор? Ну, он хитро, какими-то обходными путями пытался показать, что вы ему нравитесь, но вы так и не поняли. Или вы сказали дружба и все. Не понимает он, не понимает. А вас считает какой-то непонятный, да. Вот так вот. Мог привлекать ваше внимание различными подарками, различными вот, денежными какими-то вознаграждениями, утешения. Пытался, ну, как-то задобрить вас, да. Хорошо. Вот нам показывают сейчас эту ситуацию в настоящем. То есть он вас любит, и что? И вот он вас любит. Да вы что? Он вообще мечтает, чтобы вы его женой стали. Но вот так случилось, он говорит, что вы все разрушили, ушли, вы знаете будто бы свой путь и сама приняли решение. Вы как будто бы вот такая независимая, гордая и сама по опыту понимаете, что не каждый человек вам подходит. Да, тут как вы ушли от него, да? Странно, но это была просто дружба. Возможно, не совсем адекватная дружба, правильно я понимаю? А вы знаете, что у вас вот вокруг этих отношений еще и завистники есть? То есть вы отвернулись от этого человека, а есть те, которые завидуют, что вот вы отвернулись, и он за вами побежал, а кому-то, вот какому-то недругу вашему, женщина, скорее всего, она в отчаянии уже находится и не понимает, почему он на нее не смотрит. Кто это? Кто это? Она готова прислуживать ему. Вам она была будто бы знакомой, либо другом. Ничего плохого вроде не делала. А ну как она к вам? Как она к вам? Да, в принципе, не сильно и старалась с вами общаться. Были какие-то контакты, но она, видимо, то отворачивалась, то как-то мимо вас смотрела. Вот такое что-то. Она ждала свой случай счастливый. У нее была конкретная цель, у нее была конкретная какая-то задача, которую она пыталась достичь в этой жизни благодаря этому мужчине. Так, ну сейчас, что там у вас сейчас? Вы получаете, скорее всего, сообщение, либо получали сообщение от этого человека. Вы возлюбленная. Он пытался и следил, и как-то подсматривал вас в вашу жизнь, пытался что-то разузнать. Вы своей жизнью живете и в ус не вдуете даже, что этот человек страдает по вам, болеет вами. У вас вообще начинается какой-то очень классный новый период. Так, но давайте вот эту карту рассмотрим. Что же там такое? Что это за потеря? Что это за потеря? Что это будет по этой карте? Карта скорбь. Так, тут показывают какое-то легкомыслие и праздность, и... Так, друг. Что это будет такое? Просто расскажите, вот что это будет? Что это такое будет? Что вы теряете? Я вот не могу понять. Что это такое?
Вам нужно расстаться с какой-то суммой денег. Вот. Но все равно остаетесь в стабильности. Так, хорошо. Сейчас тогда объясню вот эти моменты. Ага. Из-за какого-то легкомыслия и праздности вы постоянно вот как-то какой-то образ жизни такой, да, вели? Почему-то так, да? Не знаю. Может, вы какой-то имеете долг? Вы хотели сделать приятно кому-то, но вы надеялись, что все поправится само собой. Но так не случилось. Так не случилось. Вы отвернулись и не видите сейчас какую-то проблему, которая ну как, которая зашла к вам буквально в пространство. Проблема отсутствия ресурса какого-то. Но, смотрите, идут деньги, и эти деньги вы тратите на то, чтобы закрыть какую-то проблему. Хорошо, ваш итог вот здесь, вот по этому вопросу. В чем вы остаетесь, как это, что это? Что это ваш итог? Старое уйдет, тут даже может быть перемещение на какое-то новое место, новое пространство, и по карте радость, ну, вот реально вы тут празднуете все-таки, празднуете радость, но будто бы с какой-то частью ресурса придется распрощаться, потому что вы кому-то должны это отдать. Так, так, тогда так, как вы не видите, что там заходит в вашу жизнь, какая-то проблема, что делать? Вам сейчас что-то делать? Ну, это так, знаете, ничего вы сейчас не сможете поделать, вам этого не проконтролировать лично. Вот как-то так это идет. Может быть, это не ваша проблема, но проблема вашего родного человека, и тогда вы тоже, участвуя в этой ситуации, вам необходимо какую-то часть с чем-то попрощаться. Вот. Но как итог я вижу, что все равно у вас происходит сбалансировка. Ситуация выравнивается, и вы все равно в своем счастье, в своей радости, в своем здоровье, да, то есть отношение к жизни у вас не поменяется. Все прекрасно будет. Так, а ну-ка ситуацию мне покажите, какая будет в итоге. Да, придется будто бы решать какую-то проблему. Чью-то проблему. Кто-то в проблеме. Кто этот кто-то? Окей. Женщина, которая одна. Так какой-то близкий вам человек, да, я так понимаю? Потому что будет сообщение, и вам нужно будет решить этот вопрос. Что вам делать? Вам единственный совет все-таки есть какие-то жизненные правила, нормы. Вот по этим нормам от них не отступите в этот период сложных решений. Вам придется как-то ну, принять решение, все-таки принять эту ситуацию и решить ее. Вот, у вас все получится. Здесь, если нужно какие-то советы, еще я дам вам совет, чтобы все прошло нормально. Примите это как должное, и вы как солдат, да, выдержите эту ситуацию. Все пройдет, время все уберет. Не ищите сейчас обходных каких-то путей. Вам необходимо будет решить это. Да, стойте все-таки на посту своей жизни, и все будет замечательно. Здесь так, хорошо. Еще посмотрим прошлое, настоящее, будущее. Только по какой ситуации? Давайте посмотрим. Так, прошлое, настоящее и будущее. Вашу сигнификацию сейчас. О чем здесь речь? Так, вы юная женщина. Хорошо. Прошлое, настоящее и будущее. Все откроем сейчас. Переезд какой-то, может, будет. В прошлом вам приходилось довольствоваться малым. В настоящем
Ну, тут показывают, как человек в какой-то ситуации неопытен, в какой-то и жизненной ситуации. Вот. Но все равно вы выстояли, смотрите, вы как солдат прошли проверку боем тут же, потому что вы как попали будто бы не на поле тренировки, а на поле боя сразу. В настоящем есть над чем задуматься. То есть процесс еще не завершен. Нужно включить какие-то расчеты, о чем-то действительно поразмыслить и принять правильное решение, потому что в итоге тут идет какое-то движение. Так, давайте посмотрим, что здесь вы. Мгм. По итогу все-таки завершится все хорошо. Но тут единственное какое-то условие. Заменить вот этот легкомысленный подход на то, чтобы изучить ситуацию от и до. Тогда сразу же начнут буквально от Вселенной подаваться какие-то знаки. Все будто бы начнет вам помогать. Что здесь? Да, Вселенная тут же начинает вам помогать. И посылает необходимых людей, устраивает необходимые встречи, события для того, чтобы вы чувствовали себя спокойно вот в какой-то важной для вас ситуации. Хорошо, итог для вас в этой ситуации здесь. Тоже радость идет. Смотрите, как хорошо. Тоже трансформация, тоже радость. Тут действительно по этой карте, ну, тяжелая карта. Все-таки, да, когда человек по жизни, ну, явно спотыкаясь, проходит какие-то свои этапы и все равно выходит в плюс. Это самое главное, да, чтобы не сдаться и не опустить руки, не сказать, да ну его нафиг. А развиваться дальше, идти к своей звезде, так и будет. Так, прошлое, настоящее, будущее. Еще по какой ситуации? Так, это вы. Возможно, какое-то пространство, то, в котором вы живете. Прошлое, настоящее, будущее. Так, смотрим по прошлому. Что-то было стабильным по настоящему. Улучшения идут. И в будущем будет намного легче, говорят. Ну-ка. Хотя карта легкомыслия. Что там будет? Ага. Здесь улучшения приведут к максимальному, как это, комфорту. Я так понимаю, что это по условиям жизни. То есть вот сначала показывают, будто бы одни стены, какие-то развалины, да, но все-таки вы стабильно так держались, верили в то, что все будет нормально. Тут какая-то константа. Или же стабильная, низкий уровень ситуации, да. Дальше по карте дворянин это уровень уже более высокий, и вы понимаете, что в вашей жизненной ситуации вы обладаете большим ресурсом, большего ресурса люди привлекаются, и такие же происходят и события, да, то есть более такая активная и яркая жизнь. А по будущему так и получается. Вот видите, как говорят, что ситуация становится более легкой, спокойной, и по карте подарок, ну, тут замечательные дары от Вселенной. Пускай так и будет. И вы в красивом наряде вот эту обстановку украшаете. Подарки дарят вам. Вот такой вот интересный расклад сегодня. Я хочу еще посмотреть полностью советы для вас. Так, давайте я на все карты гляну. Так, совет. Тут нужно смотреть в оба, потому что люди вокруг вас как-то, ну, либо есть какой-то человек, который явно что-то задумал, что-то там вытворяет. Ну, давайте посмотрим, что это за человек. Человек в проблеме. А что он делает? Какие-то неадекватные вещи. А кто он вам такой? Или она? Кто это? Да, просто какой-то недруг. Я вижу, смотрите, человек что-то кладет, будто бы, видите. А что-то шло, да, у нас сегодня, нет? Или это не в этом раскладе? А, Будто бы что-то человек подкладывает, видите?
Кто-то ему сказал, вот, и этот человек исполняет вот именно что-то неправильное. Встреча будет у вас с этим человеком. Что-то кладет вам, не знаю, на стол, под дверь. Что-то он кладет. И что это? А с какой целью? Так, недруг, который хочет обогатиться. Все. Будто бы заполучить все, а вам, чтобы не досталось ничего. И надежда этого недруга не угасает, чтобы заполучить все, потому что тут человек настроен на получение какого-то большого ресурса, куша, чтобы что-то отхватить. Интересно как. Кто этот недруг? Вам сначала показалось, что это человек хороший, замечательный. Это женщина. Но она настроена на получение от этого мира за просто так, вот какие-то блага, ничего не предлагает этому миру, да. Это причем какое-то потребительское такое больше. И я не то, что говорю, что вот как нельзя лучшего, большего желать. Нет, здесь какая-то злость, зависть и даже в моменте, когда человек обладает, она недовольна тем, чем она обладает. Вот так. Всегда в каких-то страданиях. Получила, опять страдает, еще хочу больше. Вот такое вот идет. А вы-то тут как попались ей? Так, она увидела вашу крупную такую энергетическую личность, энергетически вы сильный человек, и начала к вам подлизываться. А строите себя друга. Вот так. Общалась с вами. Но вы мало обращали внимания на нее. Она страдала, куда-то уходила, отворачивалась, пыталась к вам как-то достучаться, а потом сама отвернулась. Вот такая что-то. И что вам с ней? Теперь она вам вредит как будто бы. Да, пытается поменять ситуацию под себя и как-то поменять ситуацию против вас. Показывает внешне, что она вот прям святой человек. Ничего плохого не делает, а по сути делает несчастье. Но она вот сама вот в какой-то такой проблеме находится, из которой не выбраться. Ей сложно. Хорошо, что вам здесь, вот как с ней? Да вам все равно, вы сейчас на высоте, вам просто можно просто посмотреть, что там дальше будет. А человек в неадеквате, реально, и в отчаянии. Пускай думает. Так, вот только знаете, что говорят? Не нужно помогать человеку без его согласия. Вот как-то так. Потому что вы можете случайно помочь врагу. Вот так. Что это значит? Может быть, врагом он станет после. Ну, еще обвинит вас в чем-то. В том, что вы спасали человеку жизнь. Да, бывают и такие моменты. А самое важное послание, которое вам хотят сейчас дать высшие силы. Хотят сказать, что у вас в жизни все будет замечательно. Видите как? Есть то, как место в жизни у вас, да, которое всегда вас ждет, например, да, там, где всегда открыты двери. И вы реально стоите вот на пороге этих открытий, на пороге ваших новых возможностей. Что хотят сказать? Праздник и радость в вашем доме будет. Что хотят сказать? Новые какие-то замечательные проекты в вашей жизни. Это может быть и рождение детей, и новые знакомства, новые люди, и новый человек, любимый партнер, новая жизнь, новый дом. И вы возлюбленная. Вы видите как? Вот такое замечательное здесь.
соединение карт вышло как раз на то, что вам хочет сказать Вселенная в конце этого видео. Вы будете любимы, будете счастливы, у вас будет радость, праздник в жизни. Пускай так и будет, пускай всегда в вашей жизни присутствует вот эта хотя бы доля праздника, даже если сложности какие-то. Пускай меньше этих сложностей будут. Спасибо вам за то, что вы были здесь со мной в этом видеораскладе. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, финансовую поддержку. И пускай вам Вселенная в разы больше благодарит, чем вы стараетесь для меня. Всего доброго. Пока-пока.